Всем привет, дамы и господа! Это видео будет посвящено сравнению фристайла на коньках времен СССР и современных хоккейных коньков. Похожих видео я не находил, а если были какие-то, то в них не было элементов фристайла, а просто чувачки за рубежом сравнивали базовые элементы хоккея. Кое-как я нашел по объявлению подобные коньки. У них даже названия не было. Погуглив, я понял, что они годов 40-х, 50-х, и их было несколько видов. Но в это я вникать не стал. Когда я их купил, то понял, что кататься на них будет очень сложно. Фиксация ноги не выше, чем у обычных кроссовок, плюс за все это время они стали очень мягкие и ногу не фиксируют вообще. Однако мне повезло, потому что размер подошел, и под теплый шерстяной носок, который мне связала бабушка, будет самое то. Итак, коньки купил, размер подошел, но сам я во фристайле уровня чуть выше среднего, и мне нужен был коллега, который намного опытнее меня, чтобы помочь с данным видео. И этот коллега оказался Леха Марков. Дождавшись его с Москвы, мы помчали тестировать эти коньки. Чтобы снимать данное видео, нужно быть достаточно опытными во фристайле, и чтобы повторить элементы на коньках СССР, нужно эти элементы делать очень уверенно и технично. Итак, парочка элементов, чтобы вы поняли, что опыт во фристайле у нас все-таки небольшой есть. Поехали! Первый элемент для сравнения будет Grapevine, один из самых базовых элементов, которые умеют все фристайлеры. И видно, что я его делаю более-менее технично, а вот на раритетных коньках первая моя попытка. Тут, правда, Леха снимает свои ноги, ну да ладно. Чуть-чуть подождем. Итак, первая попытка. Этого и следовало ждать. Потому что на этих коньках первая задача у тебя не сделать качественно и красиво, а хотя бы устоять на льду и не упасть. Получается, как будто пробую вообще первый раз. Далее идет barrel roll, ну или footwork. Его сделать оказалось чуточку проще, чем Grapevine, но тоже не особо качественно, скорее медленно. Этот элемент называется крабик. Если перед ним немножко растянуться и размяться, то в принципе можно сделать. Теперь маятник. Один из самых сложных элементов во фристайле, потому что очень нестабильно его выполнять можно. Не знаю, зачем я вообще пробовал его делать на этих коньках, но все-таки попробовал. Мало ли вдруг получится. Как видите, не получилось. Зато на двух ногах чуть-чуть покрутился. И небольшой прыжок, тоже кое-как освоил. А вот теперь самый простенький элемент, у нас он называется крестик. Можно научиться за пару минут. И, соответственно, на раритетных коньках его тоже не очень сложно делать. А вот парочка торможений. Тормозить
на них оказалось сложновато, в силу того, что я их только заточил. Была бы заточка чуть хуже и тормозилось бы проще. Но нет ничего невозможного, тормозить на них можно. А теперь передаю слово Лёхе Маркову. Сразу скажу, что фристайл на раритетных и на современных коньках он делает практически одинаково. Выходит качественно и технично и там, поэтому на этих видео только раритетные коньки. Итак, смотрим. Всем привет! И сразу в бой. Начнем с Grapevine в линию. Как вы видите, Grapevine в линию можно делать довольно легко. Особых сложностей не возникает при выполнении этого элемента. А вот с Grapevine на месте все не так однозначно. Из-за плохой поддержки голеностопа, как мне кажется, нога идет не по той линии, по которой нужно, тебя немного смещает, ты пытаешься выровняться, получается как-то криво, косо, в общем, некрасиво, и в итоге мой телефон даже решил сбежать и не смотреть на этот некрасивый Grapevine на месте. Говоря о торможениях, я соглашусь с Сашей, тормозить сложно, но можно. Опять же, обычный хоки-стоп делается более-менее легко, а вот торможение на одной ноге мне далось очень сложно, я даже немножко испугался, думал, что сейчас упаду, больше повторять я не стал. С маятником на этих коньках все, опять же, не так однозначно, как с Grapevine на месте. Тут плохая поддержка голеностопа. Из-за этого очень тяжело держать ногу в нужной позиции, и ты делаешь 2 вращения, и все, тут же становишься на лед другой ногой. Как вы видите, в хоккейных коньках поддержка есть, и можно сделать пару-тройку вращений спокойно. На мое удивление, крабик дался очень легко. Не думал, что будет легко сделать крабик, а вот выход из крабика на мое любимое вращение оказалось сделать очень сложно. Сложно, возможно, потому, что у коньков очень большая площадь соприкосновения со льдом, и из-за этого вращение делается как-то тяжело. Возможно, проблема была, конечно, еще в очень сильной заточке. Тут я точно сказать не могу, но в любом случае вращение сделать у меня не получилось. Barrel Roll дался так же легко, как и Grapevine в линию, то есть просто переставляешь ноги. Тут, мне кажется, это можно делать на любых коньках. Это не помеха. Крабик, опять же, как я и сказал, дается легко. А вот прыжки делать было, если честно, страшно. Я смог сделать просто прямой прыжок. Он получился не так хорошо, как прыжок на 180, что удивительно. Ну и сейчас вы это сами увидите. Спасибо, Саша. Передаю слово тебе. Итак, можно сделать вывод, то что большинство несложных элементов, типа футверков, грейпвайнов и прочих танцулек на раритетных коньках вполне можно повторить. Хоть не так качественно и технично, но если подольше потренироваться, то сделать можно. Спасибо всем за просмотр, всем успехов и пока!